Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я собрала разные свитера, которые мне уже давным-давно малы, и я уже отчаялась похудеть до этого размера и решила наконец что-то с ними сделать. Один из этих свитеров серенький, вот я показывала, это моего мужа свитер, там маленькая дырочка, моль проела, и я у него его отняла. Хотя он хотел, давай на дачу, я говорю, нет, все, я его порежу. И я решила сделать одеяло из таких вот разных фактур. Я давно собиралась, но как-то руки не доходили, но вот сейчас наконец-то все сошлось, все звезды сошлись. Я стараюсь сделать одинаковые квадратики, вот где-то примерно 19 на 19 сантиметров. Но вы же сами понимаете, здесь ткань тянется, фактура такая нестабильная, поэтому в некоторых получается немножечко разные размеры. Вот смотрите, сейчас покажу. Здесь у меня получилось 6 цветов. Все разные, какие-то потолще, какие-то потоньше, какие-то крупные прямо вязки. Серый цвет, вот это вот такой фисташковый свитер у меня был. А вот серый, который от мужа, тут два цвета, потому что передняя часть была немножечко вот такая рябенькая, а задняя часть и рукава однотонные серые. Дальше я беру вот такие вот ткани в горошек. Какие-то у меня были, какие-то мне пришлось прикупить. 3 ткани я докупала по метру при ширине 1,5. Девочки, не забываем, что все новые ткани, которые мы покупаем, обязательно сначала постирать. Я вот эти постирала, и потом у меня там фланель используется, я тоже ее перед шитьем стирала. Потому что ткани дают усадку, где-то больше, где-то меньше, но не хочется, чтобы эта усадка была уже тогда, когда у нас готовое изделие, и все его переколбасило. У меня, кстати, остались потом еще небольшие кусочки этих тканей. Я режу на полоски по 6 сантиметров, но я подумала, что, в принципе, достаточно было бы и по 5. Но вы сами смотрите, в зависимости от того, к какому размеру квадратов вы хотите потом прийти. Вот они, полосочки мои. И очень нарядно они смотрятся, горошек этот, самый разный. Дальше что я беру? Беру вот свою эту заготовочку 19 на 19. Ну, знаете, вот когда резала, вроде вот 19 на 19. А потом она как-то вот иногда, некоторые прям по-другому немножко оказались, другого размера. Ну, я нашиваю вот эти полоски по краям с двух сторон, с одной стороны, с другой, скалываю булавочками, потому что уже размер такой достаточно получается большой. 19 плюс с двух сторон по 5 сантиметров, больше 25 сантиметров, скалываю для надежности. Вот, сшила, получается такой квадрат. И я его выравниваю уже по вот этим вот хлопковым сторонам. Здесь я уже могу, здесь уже более стабильная получается заготовка. И я уже выравниваю их, все эти квадратики, до размера 28 на 28 сантиметров. Вот такой я решила побольше делать размер, чтобы побыстрее сшить одеяло. Вы знаете правило пэтчворка, что чем мельче детали, тем красивее получается, а чем больше деталей, тем быстрее вы сошьете. Для обратной стороны я купила вот такую вот фланель нарядную, темную. Раскроила квадраты 28 на 28 сантиметров, такого же размера, как и мои верхние квадраты. В качестве наполнителя я буду использовать шерстипон. То есть синтепон 50% и шерсть 50%. Я хочу, чтобы это одеяло было тепленькое, потому что и сверху у меня вот эти вязаные шерстяные свитера, они будут тепло придавать. Ну и решила наполнитель сделать более теплый. Режу их где-то вот 24 на 24 сантиметра. Делаю вот такие вот наметки. Я сначала делала от угла к углу хлопковой части, но потом подумала, что можно было бы делать от угла к углу вот этой части, которая вязаная. Потому что не всегда они прям получились у меня ровные, квадратные. Лучше делать повязанные. Все равно в любом случае это все будет простегано, но зато вот эти вязаные квадраты, они все-таки будут больше на виду, чем вот эти краешки в горошек. Поэтому разметку лучше делать все-таки по вязаным частям. Ну и иду на машинку стегать. Стегаю не от самого уголка, а отступая где-то 2 сантиметра от края.
И вот для того, чтобы у меня не было волны вот такой, потому что разные совершенно вот эти вязаные кусочки, они не такие стабильные, я их немножечко вот так вот раздвигаю в стороны. Сейчас на следующем кусочке покажу. В принципе, можно это делать, не обрывая нитки. Я так и делала потом. Но просто вам вот показываю отдельно каждый. Видите, я немножечко в стороны пальцами раздвигаю эту вот вязаную часть, чтобы не получилось волны у меня. В начале и в конце делаю, естественно, закрепочки. Вероятность возникновения волны вот при пересечении вот этих вот строчек еще больше получается. Здесь я сильнее тяну. Но зависит опять же от фактуры. Некоторые вот у меня свитера не прям тянулись, а некоторые прям сильно тянулись. Поэтому я вот таким образом старалась избежать. Вот такие квадратики мои получились пока что. Беру бумажечку, откладываю на ней 1,5 сантиметра, провожу линию. Я буду делать припуски именно такого размера. Вот иголку втыкаю в свою линию. По краю бумаги прилепляю изоленту, можно скотч любой, можно цветной, неважно. Главное, он показывает мне край моей заготовки, где должен быть. И я вот так вот строчу по краю заготовки, сшиваю между собой вот эти квадраты. Я их складываю изнаночными сторонами, то есть шов у меня будет снаружи. Видите, вот так вот. Снаружи. Я буду шить одеяло растрепыш. У меня получается смешение разных фактур вот тканей и разных техник, потому что у меня тут и потрепанный квилт, у меня тут и стежка, и сочетание тканей, и вязаных, и обычной ткани хлопковой. Короче, намешала все в кучу и надеюсь, что получится красиво. После того, как я сшила между собой вот простеганные блоки в ряды, я сшиваю между собой ряды. Расправляю швы на разные стороны, и при сшивании очень надо следить, чтобы они не заворачивались. Нижняя часть. После того, как все ряды сшила, мне надо зашить, видите, вот у меня по краям там еще открытые срезы. И я буду прострачивать по всему периметру также с припуском 1,5 сантиметра. После того, как дело сделано, здесь я на 2 стороны все швы раскладывала, так же, как и во всех рядах. Я делаю ножницами вот такие вот надсечки. У кого острые кончики у ножниц, можно кончиками, но я потом стала серединками. Меньше сил прикладывается и быстрее как-то получается. Расстояние между этими насечками у меня от 7 миллиметров до сантиметра. Я прям вот не примерялась точно, да. Ну вот как получилось. Старалась, чтобы это было не больше сантиметра. Ну на глазок, конечно, с линейкой я не мерила. Заняло это несколько часов, но часа 3 точно. Ну а если еще с перерывами считать, то и полдня получилось, заняло. Девочки, я хочу сказать, лучше заранее налепить бактерицидный или какой-нибудь лейкопластырь на палец, чтобы от ножниц не появилась мозоль, потому что я еще когда сами квадраты резала из свитеров, заработала мозоль, вот, поэтому потом отдыхала, перерыв был, панамки шила, вот, но здесь я уже заранее подстраховалась, налепила. И вот таким образом я обрабатываю совершенно все швы на одеяле. Девочки, я хотела еще сказать, вот бывает, что ну как аккуратно мы не стараемся прорезать, но иногда бывает, что все-таки чикнем лишнего и прорежем нитку вот эту вот. В этом случае сильно паниковать не надо, надо просто сделать на этом месте несколько строчек вот туда-обратно, прямо закрепить это место хорошенько. Ну а мне надо растрепать все мои вот швы для того, чтобы все ниточки лишние выскочили оттуда. Для этого я сначала в самой большой наволочке постирала, сунула в наволочку это одеяло, засунула в машинку и постирала, чтобы оно было мокрым. В наволочку для того, чтобы вот эти все ниточки, которые вылетают, не забили вам машинку, не поломали. После этого я повесила в ванной и вот так вот щеткой для волос. Кто-то пользуется щеткой для вычесывания животных, но я как-то приноровилась вот такой щеткой. Вычесываю все ниточки. У меня, посмотрите, прямо вот ванная вся целиком, и там несколько раз постолько было. Сушить я привезла на дачу, оно еще не до конца досохло, но уже можно показывать. Хотя можно еще разочек постирать, и хуже от этого не будет, и опять будет вычесываться. Размер одеяла получился 2 метра 6 сантиметров на 152 сантиметра.
Вот здесь вот в пересечениях швов еще торчат такие длинные ниточки. Но, если честно, оно еще не досохло даже у меня. Я его на дачу привезла. Мне надо обрезать эти ниточки под общий уровень, еще раз постирать, еще раз вычесать, а вот только потом я уже буду пользоваться. Ну, не я, а мой муж. Это для него одеяло. Оно получилось потяжелее, чем мои обычные за счет свитеров. И ему кажется, что чем тяжелее, тем уютнее и теплее. Подкладка, не подкладка, а вот эта задняя сторона, мне кажется, очень сюда хорошо подходит. Мне очень нравится она. Вот эти вот розовые цвета сочетаются с верхом одеяла, и голубые, желтенькие, такую живость бабочки придают. Мне нравится, очень подходит. И я обычно белые, светлые делала низ у одеяла, но в этот раз я рада, что сделала так. Если вам понравилось это видео и мое одеяло, ставьте лайк, пишите комментарии. И, конечно, кто не подписан, подписывайтесь, не стесняйтесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.